Никола Стерджен призвала к спокойствию, когда страх остаться без бензина привел к длинным очередям на заправках. Первый министр в соцсетях обратилась к водителям с просьбой покупать ответственно. Панические закупки последовали за предупреждением от 3 крупнейших операторов Великобритании. British Petroleum уже закрыли несколько заправок и сообщили, что на почти 100 заправках нет как минимум одной марки бензина, хотя это меньше 1% всей сети компании. Нефтяной гигант заявил, что сократит поставки на 90% своих заправочных станций, чтобы распределить запасы равномерно. Владелец Esso ExxonMobil сообщил о том, что пострадало небольшое количество магазинов Tesco, а Shell подтвердили, что испытывают повышенный спрос на бензин, который в отдельных случаях может привести к большим очередям. Топливный кризис возник из-за нехватки водителей грузовиков по всей Великобритании. Частично из-за ковида, частично из-за Брексита, а также низких зарплат и плохих условий работы. Индустрия насчитывает 100 тысяч вакантных мест. Последствия уже заметны и в других цепях доставки. Владельцы супермаркетов говорят о сокращении товара на полках. Около 25 тысяч водителей из всей Европы уехали в 2020 году и не вернулись, в то время как 50 тысяч британских лицензированных водителей бензовоза ушли с работы за последние 18 месяцев. Правда, есть еще резерв – 40 тысяч человек, ожидающих лицензии. Найм водителей бензовоза осложняет то, что им нужна особая квалификация для перевозки опасных веществ. В пятницу правительство Великобритании предложило смягчить миграционные правила в попытке привлечь тысячи водителей грузовиков в страну из-за рубежа. Отчеты в газете Financial Times предлагают Борису Джонсону отменить условия министра внутренних дел Прити Пателла и министра транспорта Гранта Шапса, чтобы принять временные меры. Газета пишет, что власти рассматривают распространение схемы сезонных сельскохозяйственных рабочих для нескольких тысяч водителей бензовозов и работников пищевой промышленности. Коллега Джонсона сообщил газете: «Борис уже устал от плохих заголовков и хочет решить эту проблему. Его уже не волнуют визовые ограничения». Ранее в пятницу Шапс сообщил на радио London Broadcasting Company, что военнослужащие сядут за руль бензовозов, если ситуация ухудшится. Никола Стерджен написала в Твиттере: «Волнения о проблемах в системе снабжения понятны. В основном они обострились в связи с Брекситом, и правительство должно найти быстрое решение. Правительство Шотландии сделает все возможное, чтобы помочь. Я уже задействовал резервы. А пока призываю людей покупать ответственно».